Всем доброй ночи, друзья мои. Поскольку у меня огромное количество работ, и, естественно, пока зрители доберутся до очередной лекции, могут пройти годы. Пользуясь ситуацией, некоторые наглые аферюги берут мои лекции, повторяют те знания, которые услышали от меня, и выдают за свои. Я вот приняла такое решение время от времени обновлять свои лекции, дополнить, дабы напомнить определенным акулам, что на каждую акулу найдется своя касатка. Я, конечно, не против, чтобы моими знаниями пользовались. Для этого я и дарю. Но есть одно но. Я дарю людям для того, чтобы они лучше понимали мироздание, как все устроено, как все работает, как все создано, из чего что вытекает. Для того, чтобы они этими знаниями пользовались и меняли свою жизнь в лучшую сторону. Я не дарю свои знания аферистам, которые могут брать мои слова, мои доводы, мои лекции. И, собственно, благодаря этим знаниям объявлять себя колдунами и ведьмами. Очень легко быть колдуном и ведьмой, когда перед тобой такой канал, и ты можешь это все переслушать и пересказать. Каждый человек по-своему пересказывает. Кто-то более грамотно, кто-то менее грамотно. В любом случае, пересказывать чужие знания не значит обладать ими. По крайней мере, если пересказываешь, хотя бы имей уважение к автору. И обозначь, откуда у тебя эти знания. Нет. Вот именно потому, что уже, как некоторые сказали, мои работы перешли уже за 42 тысячи, естественно, они понимают, что пока найдут люди, пока доберутся до этого, можно как-то и себя как-нибудь пропиарить на этих знаниях. Однако добро должно быть не только с кулаками, но и с кувалдой наготове. Итак, первое. Боги мироздания. Боги делятся на темные, на светлые, на серые. У каждого народа, у каждой культуры, конечно, есть свои какие-то разницы в мифологии, в теологии, но в общем и целом это условное разделение. Конечно, свет и тьма, это все одно без другого не может. Не значит, что добрые боги не могут наказать. Или боги не очень добрые, мягко говоря, не могут подарить благо человеку. Нет, это совершенно не об этом говорится. Просто есть боги верхних миров, их называют боги светлые. Есть боги нижних миров, это боги темного царства, царства подземелья, царства Аида у греков, например, тот же Тартар. Боги темного мира и светлого мира, это в закавказских легендах. И так можно продолжать до бесконечности. Это темные боги. Есть серые боги, то есть это боги, которые посредники между миром светлых богов, верхних богов и нижних богов. Их называют серые боги, серые божества. То есть они и добрые, и такие, и сякие. То есть они вот между мирами. Следующее. Вообще все создания, все сущности мироздания, их можно назвать одним словом – силой. Однако, если мы сейчас говорим о том, в понимании, то есть потустороннего мира, да, по законам мироздания, что такое силы. Вот наверху стоят боги. Следующие идут силы. Это поля, энергетические поля. И каждый бог
хочет, чтобы у него силовое поле, его сила была велика. Энергетические поля образуют от объединения различных духовных созданий. Есть боги, у которых силовые поля, и, то есть сила этого бога в том, что ему подчиняются природные духи, у него есть целая армия душ людских, у него есть целая армия демонических существ и так далее. Вот его силовое поле такое разнообразное. Есть боги, в чьи силовые поля входят только, например, темные духи, которые выполняют его поручения. Есть боги, у которых силовые поля только души умерших. Это боги, которые сопровождают эти души умерших, они ими повелевают, они в их власти находятся определенное время, пока перейдут в иные миры, значит, в иные такие слои мироздания, астрального мира. Поэтому боги темные, светлые, серые и силы – это их армия и силовое поле, их энергия. Вот в чем состоит сила, скажем, правителя. Первое – его армия, насколько она сильная, натренированная, готовая, боеспособная. Да? Потом люди, которые дань ему платят. Далее его богатство, его влияние на окружающих и на правителей других стран, его земля, насколько она обширная, насколько она благодатная, и сколько там полезных ископаемых, чем он может торговать и так далее. Вот то же самое мы по образу и подобию богов созданы, то же самое в потустороннем мире происходит. Их силовые поля – это обхват огромных территорий, нескольких планет, в которых тоже живут люди, но только мы друг о друге не знаем, пока не считает нужным боги нас сводить и знакомить. Это много вселенной, то есть много созвездий, много различных планетарных систем, которые находятся. Это же бесконечность, да? И вот есть боги, у которых больше этой земли, армии и прочие влияния. А есть боги, которые меньше всего получают это и, конечно, ушли уже вглубь хаоса, потому что мало получают энергии. Сейчас мы до этого доберемся и объясню, почему так. Далее. Вот сила. Сила, которым обладают боги. У каждого бога своя сила. Есть духи, которые неизвестны, неизведаны, и которым нельзя раскрывать себя. И они тоже силы. Эти силы кому-то подчиняются. Или сами по себе, или над ними указ только время. Эти силы называют стражники времени. И стражники времени не подчиняются никому, кроме времени. Вот я об этом уже говорила, да, в своей лекции. Значит, лицензия от богов объясняла, почему боги дают людям возможность обойти этих стражников времени, потому что стражники времени им не подчиняются. И поэтому, если человека они хотят спасти и помочь, они говорят, сделай так-то, и значит, вот тебя обойдет эта беда. Итак, боги, силы, энергетические поля, куда входят различные духи, которые, объединив усилия, служат определенному божеству. У каждого божества целая своя армия, которой ему подчиняются и, значит, исполняют все приказания, все веления этих богов. Некоторые народы их очеловечили. Некоторым народам они пришли безликие. Это лекция «Дорога к богам». После силы приходят духи. Следующие – духи. Духи – это понятие обширное и очень такое разнообразное. Значит, в понятие духи входят и демоны, демонические, определенные иерархии демонов. В понятие духи входят духи природы, хранители природы, духи гиблых мест – это анчутки, да, которых мы привыкли называть чертями. В понятие духи входят
светлые создания, которые оберегают природу, водные духи, небесные духи, духи Тартара, духи-стражники, которые даются человеку при рождении, духи, которые призваны для того, чтобы охранять жилище человека, его в том числе домовые, банники и так далее. У каждого народа по-своему они называются. Тоже духи. Вот. Дальше силовых полей. И определенные духи могут входить в эти силовые поля и подчиняются каким-то божествам. Но мы сейчас это не рассматриваем. Мы говорим, следующий, кто идет по иерархии после богов, третий, это духи. Их огромное количество, миллиарды и миллиарды. Природные духи, водные духи, небесные духи, духи домов, духи, которые вселяются в предметы и помогают через предметы посредники людям. Духи, которые темные, духи кошмарные, духи сновидения, которые приходят во снах. Их огромное количество. И многие народы, например, азиатские народы, да, которые давно поняли, что их настолько много, что весь мир просто заселен духами, они очень осторожны и в словах, и в действиях, потому что знают, что за ними следят, рядом с ними находится кто-то всегда, и они не одиноки в этом мироздании и на этой планете. И далее, 4-я категория – души. Души – это те, которые родились здесь, умерли, ушли, и они уже, придя сюда, будучи духами, во время зачатия, значит, внедряясь в лоно матери, рождаясь человеком, то есть в качестве человека, получают душу, человеческую душу. И вот когда они умирают, их душа уходит. Это уже души человеческие, звериные души есть. Но они, конечно, по категории намного ниже человеческой души, по энергетической, то есть силе ниже, потому что интеллект все-таки дан человеку. Хотя иногда, глядя на некоторых человеков, я начинаю понимать, что мне кажется, что звери и скот, который мы едим, порой умнее, лучше, чем вот подобные личности. Ну, то есть личности, это слишком я громко сказала. Среди зверей тоже есть разумные, а есть так себе. То есть так, посредственность. Но мы сейчас не об этом. И души. Души – это те, которые родились на этой земле, получили тело, любое тело, человеческое, звериное тело. Они умирают, у них уже души. Значит, разделяем души. Значит, душой называется, ну, хотя мы говорим дух, вот вызванный дух там такого-то царя, он уже духом стал, то есть он уже стал определенной сущностью, уже обитает, но по привычке мы все-таки знаем, что это душа, это человеческая душа. Духи делятся на призраков, привидений и покойных. Покойная душа – это тот, который умер своей смертью. Значит, а призрак или привидение – это человек, который ушел насильственной смертью. Он может остаться в этом мире, а может иногда проявлять себя, как привидится человеку, да? Вот, они, как правило, привязаны к данному месту, чаще всего там, где погибли. Дальше. Об этом уже сказано в различных лекциях о душах, об умерших, поэтому я думаю, что эти знания уже давно от меня получены вами. Далее. Теперь разделяем древо богов и дьявола. Дьяволическое древо и древо богов. Я уже вам говорила, что Вселенная состоит из 3 составляющих. Мы об этом с вами разговаривали. Значит, устройство мироздания. Вот в этой лекции я полностью вам это объяснила. Древо богов, темных, светлых, серых, с их силовыми полями и так далее. Древо дьявола – это то древо, которое дает человечеству только знания, больше ничего. Знание выбирает кого-то, через этого человека,
Значит, этому человеку помогает подняться. Вот дьяволическое древо, откройте и посмотрите мою лекцию, там все сказано. Ведет. Дьяволу абсолютно вы безразличны, не собираетесь никого не искушать, не съедать, ничего делать. Вообще плевать хотел он на всех нас. Но единственное, он питается энергией вот этого восхищения, энергией вот радости от увиденного, эстетического удовольствия. Поэтому многих людей, у которых был талант, говорили от Бога, смотря от какого Бога, да, и многих из них подозревали в сделке с дьяволом, потому что, не может быть человек настолько умен, силен, и кто-то его сопровождает. Не скажу, что они прям специально сделку заключали, но то, что оттуда шло вот это вот знание, сила, талант и прочее, в основном это дается от дьяволического древа. Чертовски прекрасен, дьявольски, значит, харизматичен, да, часто слышали такое. И об этом тоже я говорю в отдельной лекции. Откройте, посмотрите. Почему я так говорю? Потому что мы сейчас с вами общую картину просто рисуем с вами. Вот древо богов, древо дьявола. И туда входят уже великие демоны. Туда входят уже дьяволические различные, значит, правители и прочие. Правители духовного плана, духовного мира. И третье. Это воронка зла. Тот самый ад. Та самая черная воронка в космосе, откуда к нам приходят злые, именно злые души и духи, злые люди рождаются. И куда они обратно уходят? То есть добро, знание и зло. Вот три кита, на котором держится это мироздание. Есть добро, его приписывают богам. Хотя от них и добро есть, и зло есть. Поэтому это... Но в любом случае считается, что боги – это добро, дьявол – это знание, а черная воронка – вот то самое, о котором я говорю в своей лекции «Гаввах. Дань болью». Вот они, это собиратели Гавваха. Оно находится в этой черной воронке Вселенной. Это есть тот самый ад. Туда уходят злые души. Это царство зла. Вот три кита. Добро, знание и зло. Они друг без друга не могут. Не может добро без знаний быть. Мы не можем ходить и улыбаться, как дурачки, потому что мы все очень добрые, хорошие. Да, очень хорошо. Но у нас должны быть знания, интеллект должен быть. Но мы не можем быть очень интеллектуальные, злые. Ни с кем, никого не хотим видеть, никому не дадим свои знания. Это наше. Мы должны быть добрые, знающие, но иногда и злые. Зло тоже в нас присутствует, смотря у кого сколько. Если человек обладает над своим характером, над собой и может... Апостол Петр сказал когда-то, вот грех, он сидит у твоих дверей и ждет тебя. Но у тебя есть возможность одолеть его и взять над ним верх. Ты можешь взять над ним верх, а можешь нет. О чем он хотел сказать? Что не надо говорить, что меня таким создали, я такой злой родился. Вот как, например, маньяки тоже. Ну что делать? У всех своя миссия, у нас такая миссия, значит, мы пришли убивать. Вот такими нас создали. Нет. У каждого человека есть достаточно моральных сил, чтобы задавить в себе это зло. Но если он начинает подкармливать это зло, начинает поощрять внутри это зло разрастается. Зависть, которую я называю рак души, он захватывает душу. Я уже не раз приводила вам такой пример, что зависть есть у нас у всех. Однажды, посмотрев через окно, как идет девушка, фигуристая, красивая, вот внутри проснулась зависть. Ну, я же тоже такая была, как я хочу. Тоже хочу вот так. А потом я сама себя осадила и говорю, ну, ты собой не занимаешься, займись собой и будешь такая же, никаких проблем. Ты же не делаешь для этого ничего. Ты виновата. Все. Она ушла, эта зависть, понимаете? И она была и есть.
А если бы я имела менее, скажем, низкую планку души, чтобы я начала говорить, желать ей нехорошего, потому что она вот смогла, а я не смогла. Она вот фигуру свою смогла сохранить, а я нет. И вот внутри это начинает кипеть, начинает выливаться ненавистью и приводит к плохим последствиям. Человек становится злым. То есть злое начало внутри него начинает преобладать. Значит, в каждом из нас должна быть частица добра, знания, ну, то есть интеллекта, разума, и зла. Оно тоже должно быть. Но это зло мы должны закрыть этим добром, то есть направлять в правильное русло. Если, например, кого-то бьют, мы должны подойти, дать в морду тому, кто бьет, и освободить того, кого бьют. Вот это праведное зло. Вот это зло, которое нам вложили, использовать правильно. Тогда будет хорошо всем. Далее. Многие демоны со временем за свою историю ушли в божественное древо. Ну, например, та же дьяволица Лилит. Она есть и дьяволица, она есть и божество. То есть она находится, настолько ее силовое поле стало велико, поскольку она покровительствует страсти, не любви, страсти, желанию, вожделению, что она по праву вот этой силы, которую она собрала, эту огромную силу, вот как среди правителей, тот, у кого есть огромная армия, большая страна, богатая страна и мощь, имеет право быть среди, скажем, 7, 6, 8 больших стран, да? А те, которые помельче, они подчиняются, как правило, этим более таким гигантам. То же самое, вот она, имея такое огромное силовое поле, она смогла заслужить право быть и в древе богов, темных богов, но и в дьяволическом древе. То же самое можем сказать про Астарту. Инанна, Иштар, связывая себя с великими демонами, она вошла в демоническое древо, но в то же самое время она почитаема была и божественных, значит, ну, среди богов, там, например, Египта, Вавилонах и так далее. Почему? Потому что, опять, ее силовое поле было велико. Она богиня колдовства, она богиня войны, она богиня страсти. А это все всегда сопровождает людей всю историю. Это есть. Естественно, эта сила идет к ней, вот эта энергия, и она сильна среди других богов, поэтому смогла претендовать быть и богиней, и демоницей, и так далее. А это в моей лекции «Как демоны становились богами». Откройте, послушайте. Теперь. Древо бесов. Бесы – это не хорошие духи, не плохие духи, не злые, не добрые. Бесы – это определенное соединение многих-многих духов. Бесом может стать и человеческая душа, бесом может стать и, значит, дух, рожденный в гиблых топах болотных, когда говорят заболотные, да, заболотные какие-то. Вы что, как заболотные себя ведете? Фильм наш любимый «Любовь и голуби», когда, ну что вы как заболотные? То есть черти заболотные темные духи, заболотные гиблые духи. Вот вы оттуда. Это гиблые места, которые рождали злых духов. Итак, естественно, они подчиняются злой силе на земле. И заболотные духи могут быть, и демонические силы могут быть, и силы природы. То есть это определенное объединение, куда входят различные духи различного происхождения для выполнения каких-то функций. Они между собой друг друга обогащают этой энергией. Вот, знаете, в сообщество вошли, друг друга защищают, помогают, и у каждого своя функция. Кто-то сопровождает кого-то, кто-то знания приносит, дарит кому-то, кто-то защиту, кто-то в кошмары идет. Вот поэтому колдуны, например, вызывают из этого древа бесов кого-то и куда-то отправляют. Ну, чаще всего за плохими делами. А это в моей лекции «Древо бесов». Откройте, смотрите. Я почему говорю, немного объясняю и говорю лекцию, да?
чтобы просто некоторые заболотные аферисты не брали мои слова и не считали, что это их знание. Это неприятно, я вам скажу, очень противно, когда в наглую это делается. Но ничего страшного. Мы тоже с клыками. Как работает ведьма с этими силами? Есть у меня такая лекция, называется «Ведьма. Дух во плоти». То есть мы не просто люди. Мы приходим в этот мир, да, в теле человека, потому что нам нужно контактировать с людьми, естественно. Но внутри нас совсем иная душа. И наше понимание, мироощущение, наша связь с миром потусторонним не такая, как у всех людей. И нас невозможно пугать страхами, проклятиями или чем-то еще, потому что мы, как деревья, уже об этом говорилось, питаемся углекислым газом. Понимаете? Вот чем больше вокруг ведьмы опасных ситуаций, тем сильнее она становится. Для того, чтобы себя защитить, она начинает все больше и больше, значит, внедряться в эту магию защиты, атаки. И, естественно, тем самым усиливать свою связь с этими силами различных, значит, функций, силами. Силы, которые за наказание отвечают, силы, которые за справедливость, силы, которые защищают, значит, более такие демонические силы, более высшего уровня и прочее. И у этой ведьмы есть вот такой вот невидимый, как вы любите говорить, я не люблю это слово, приходится повторять, канал связи. Невидимая нить, энергетическая нить. И когда она начинает обращаться к этим силам, от нее исходит некая энергия, такая вибрация, скажем так, которая вам не видна, но оно, вот это колебание ее духа, души, они соединяются, они идут и сразу получают оттуда ответ. То есть у нее, как в Смольне, да, прямая связь со Сталином. Ну вот что-то в этом роде, если так объяснить. Прямая линия с этими силами. И, естественно, если эти ведьмы что-то дают, рекомендовывают и создают и дают людям, обязательно это будет работать, потому что это работает через ее силу. Она вложила туда свою силу, и силы, духи это чувствуют. Вот, например, если куда-то там идет человек, да, и для того, чтобы узнали, что человек от меня, ему говорить нельзя открыто. Я вот попшикала шарф этого человека теми духами, которые только у меня бывают. То есть вот этими духами чаще всего я, значит, пользуюсь, и знакомые мои по этому запаху почувствуют, откуда человек пришел, что он от меня пришел. Вот примерно так. Эти работы, они пахнут твоими духами. Эти работы, они созданы тобой. Естественно, люди, которые берут их и проводят, они сразу же эту связь налаживают с этими силами, их сразу слышат. Через тебя, конечно. Через тебя ты даешь вот эту возможность. Ну, мне кажется, это я уже много раз объясняла, сейчас нет смысла, да, это говорить. Теперь, боги, которые уходят в хаос, то есть уходят в некое небытие, ну, надолго, некоторые навсегда. Вот вы без еды можете жить? Нет. Еда богов – это наша энергия. Почему боги заинтересованы работать с человеком и помогать ему? Ну, например, я об этом говорила в своей лекции, значит, плата за удачу. Мы просим фортуну о чем-либо. Она нам отдает это, то есть нашу просьбу. Наша вот эта радость, внутренняя вот эта вот, то есть вот эта вот радостная энергия, это плата, которая уходит к ней. И чем больше людей будут пользоваться этой работой, чем больше они будут получать, тем больше радости они отдают эгрегору фортуны, тем больше она заинтересована еще вам помочь. Понимаете, почему? Такая взаимосвязь создается, и человек становится фартовым. Ему все время помогают, чтобы он все время радовался, и какую-то часть энергии радости отдавал ей. И поэтому, чем больше людей узнают о ней и
просят ее, тем больше она становится сильнее, ее эгрегор на этой земле. Есть боги, которые архаические, мы о них слышали, может быть, мало знаем. Они не получают этой энергии, поэтому им здесь нечего делать. У них их эгрегоры очень малы, а у некоторых уже заканчиваются. Вот поэтому боги заинтересованы больше дать человеку, когда человек просит. Между ними идет целое соревнование за внимание человека. Кто больше к ним обратится, кому они больше будут давать и помогать, понимаете? И пользуясь этой ситуацией, что богам наша энергия радости нужна, человек может вот воспользоваться этим моментом, просить и получать. Есть другой момент. Вот ведьмы, например. Почему ведьмы, которые востребованы, им не нужно нигде рекламировать себя, никаким образом как-то себя пиарить за счет других. Почему? Потому что к этой ведьме ходят и очень много людей. Почему ходят? Вот смотрите, определенные боги, боги удачи и благополучия, то есть которых мы перечисляем к светлым, они получают энергию радости, и это их, то есть, некая сила, аккумулятор, заряжаются они этой силой. Они вот берут эту энергию, и этой энергии, собственно, их эгрегор существует. Но приходят люди порченные. Порча – это определенная энергия, темная энергия. Но к этой темной энергии, извиняюсь, присосались определенные духи, которые съедают человека, забирают его жизненную силу. Этих духов отсекают. Некоторые из них становятся кормом тех темных сил, которые ими питаются. И эта энергия тоже их еда, понимаете? Для того, чтобы они все время были сыты, они все время будут вести к этой ведьме всю жизнь, пока она жива. Огромное количество людей, которые придут, она снимет эту порчу. С этих людей порча разная бывает. Это темная энергия их питания, они это сожрут, съедят. Они довольны, потому что это их энергия. Они получили энергию, силу и забрали порчу с человека. Человек поблагодарил, оплатил работу, и все счастливы. Поэтому, если ведьма настоящая, у нее всегда есть достаток, потому что всегда к ней приведут толпы людей для того, чтобы съесть вот эту темную энергию, снятую с людей. Есть определенные духи, которые этим питаются. Дальше. Род человека. Почему род человека, род каждого человека заинтересован, чтобы здесь их род продолжался? Уже об этом говорила, но освежим в памяти, да, повторение мать учения. Род человеческий пускает корни здесь, на земле, и поднимается в небеса. То есть тела их уходят в землю, а души туда. Но не в небеса, а потусторонний мир. Мы так привыкли говорить, и так более понятно. В потустороннем мире, вот где родовое древо, там собираются лучшие представители рода. Это и есть пращуры, берегини рода и так далее. Значит, вот собираются лучшие представители рода. Этим представителям рода нужно, чтобы корни всегда были на земле, чтобы здесь у них всегда были потомки. Генетические, кровные потомки. От сына, от дочери, неважно, вот они везде хотят быть. Почему? Потому что мы на этой земле питаем наших предков там своей памятью, своими поступками нас благодарят. И чем лучше мы станем, чем больше мы добьемся, чем больше нам скажут спасибо вам большое, тем сильнее становится наш род там. И он нам помогает и помогает здесь выжить, лучше жить лучше других, быть всегда защищенными и так далее. То есть, чем сильнее род здесь, на земле, тем больше идет памяти, дань памяти тому роду, который уже на небе. То есть, там, в потустороннем мире, в другом мире, наши предки. Наши предки заинтересованы нам помогать здесь, чтобы мы многого добились, чтобы мы всегда были, чтобы у нас было продолжение. Они даже сводят нас и приводят в нашу жизнь людей, которые становятся нашей второй половинкой, чтобы родились дети. Но не каждому роду дана такая привилегия. Есть роды, которые своим
своими преступлениями себя испачкали, и они постепенно идут на убыль. Они заканчиваются. Ну, например, палачи, нелюди, военные преступники и так далее. Они должны задуматься над тем, что они своими вот такими злодеяниями, ну, на корню просто рубят свой род. И в скором времени они закончатся. Их предки не будут получать силу там больше, и их род разрушится там. Все, и духи разойдутся в разные углы космоса. Дальше. Значит, бездна. О бездне мы с вами уже поговорили в моих, значит, вопрос ведьме и мои ответы, 14 часть. Но еще раз обновим. Есть бездна небесная, есть бездна земная. Небесная бездна – это небосвод, земная бездна – это Тартар. Небосвод считается местом обитания сил, которые над судьбой человека, значит, руководят судьбами человека, дают благо, наказывают. Силы судьбы там находятся. Значит, боги подземелья или Тартара, вот подземной бездны, наземной бездны, они больше призваны для наказания провинившихся душ, которые уйдут туда. Там чистилище находится, там находятся темные боги. У некоторых народов там находятся боги, которые управляют адом. Там некоторые души проходят это чистилище, их направляют вверх больше, по этой лестнице дальше имеется в виду. Вот это две бездны. Небесная бездна и земная бездна, значит, небосвод и Тартар. Это так я просто вскользь говорю. И дальше, еще раз напомню, хаос и космос. Что это такое? Хаос, раскрытость, беспорядок, разбросанность и так далее. И вот один раз я привела вам пример. Давайте еще раз приведу. Это самый такой удачный пример, и сразу вы вникаете, о чем речь. Вот есть ресторан, есть кухня, да, на кухне там готовится, все кипит, все там чистится, стирается, моется, тарелки расставляются, разрезается еда. Там целый хаос. Хаос. Там все, значит, вверх дном. Там шелуха валяется, там кусочки отрезанного мяса варятся и так далее. Вот там что-то готовится. Вот когда все это приготовили, так аккуратно положили культурно на тарелки, принесли, поставили на стол, сервировали стол и так далее. Вот, кушайте, пожалуйста. Так вот, хаос – это кухня, а космос – это ресторан. В хаосе формируются души, формируются силовые поля, формируются боги, которые потом придут и отправляются в космос, в эту сторону. Здесь уже правопорядок, здесь уже порядок, здесь уже дают ему его инструкцию существования, что он должен делать, он для чего пришел, он бог чего, он человек, рожденный для чего и так далее, и так далее. Он дух какого, значит, предназначения, его права и обязанности и так далее. То есть это, так грубо говоря, и направляет туда, где он должен пойти для того, чтобы выполнять эти функции. Поэтому в хаосе это все изготавливается, рождается, формулируется и тому подобное, и приходит в космос. В космосе он уже приходит и должен соблюдать законы, коны мироздания. Вот так делится наше мироздание на хаос и на космос. Остальные вопросы как-нибудь с вами еще обсудим. Мне просто захотелось обновить эту лекцию, чтобы не каждый человек знает, как набрать, знаете, и поэтому этим очень умело и ловко пользуются некоторые такие шаромыги. Не хотелось бы, чтобы шаромыги наготовые пришли и дело даже не в том, что эти люди берут мое, нет. Дело в том, что они же моими работами убеждают кого-то, что они ведьмы и колдуны, и им могут поверить, потому что такие знания уникальные. Естественно, да, не может быть обычный человек такого, что не знает, значит, это действительно ведьма или колдун.
Вот не хотелось бы, чтобы мои знания помогали подобным личностям обманывать народ, понимаете? Вот. А вот эти все лекции, которые перечислила, они вот сняты, некоторые вообще 11 лет назад, вот про духов и богов, некоторые позже. Неважно. Главное, что мы с вами это все повторили, закрепили материал, так сказать. И время от времени, наверное, я это уже буду делать, потому как иного выхода уже нету. Это уже прям перед глазами воруют. Ну, что делать? Аморальность – первый признак... Нет, бесстыдство – первый признак аморальности. А таких очень много. Желаю всем удачи, всех благ. И помните, что знание – это сила.